Привет, друзья! Сегодня у нас очень интересная тема, которая пожаром разгорелась на Reddit. Она касается платиновых ферм. И один из игроков опубликовал пост с видеороликом с платиновой фермой. Сейчас мы его посмотрим, но что вообще это такое? Вы наверняка в глобальном своем чате видели такие сообщения. Вот если мы заходим в мировой чат, здесь много ботов предлагают, например, 10к платины за $5.39 на таком-то сайте. Переходи на Discord, и, в общем, тебе эту платину могут там продать. Тебе не нужно бегать, гриндить, фармить, тебе просто ее продают, и каким образом это устроено. Короче, игрок обратился к одному из таких продавцов, перешел к ним на Discord и спросил: слушайте, а это вообще легально и как все это работает? На что они ему прислали вот такой вот видеоролик. Давайте его сейчас посмотрим. И посмотрите, сколько там стоит компов и сколько на них одновременно запущено аккаунтов. Все это параллельно работает, чуваки сидят, кто-то, может быть, играет, но вот я видел, там один из чуваков вообще в телефоне сидел, а все у него автоматически фармится. Стоит несколько компов, они добывают ресурсы, которые можно продавать на рынке, тут же их скидывают и параллельно многими персонажами играют. Все это работает вот в такой вот серверной комнатке. Очень-очень интересно. Ну и интересно, что в комментариях некоторые игроки заметили, что это вообще похоже на офис NetEase. Конечно, это шутка, это, конечно, не офис разработчиков, это офис нелегалов, которые фармят платину, продают ее и таким образом зарабатывают деньги. Но после этого видео игрок написал, значит, я все время честно фармлю платину как дурак, а мог бы заплатить $5 и получить сразу 10 тысяч. Но игрок уточнил, как же я получу свою платину, на что ему ответили, что ты просто выставляешь своего пета на рынке по завышенной цене, мы его покупаем, и ты получаешь свою платину без риска бана и каких-либо проблем. Но игрок резонно подвел итог, что все это время он как дурак фармил платину, хотя можно было ее купить за $5 и получить 10 тысяч, фактически ничего не делая. В общем, в комментариях действительно отмечают, что это похоже на офис Blizzard или NetEase, но само обсуждение в начале, когда был опубликован этот пост, ушло немножечко в тему FTP экономики. И многие игроки отмечали, что такая схема с перепродажей каких-то ресурсов внутриигровых, она есть в каждой игре, где есть такой внутриигровой рынок. Есть особо предприимчивые ребята, которые организуют фермы по сбору ресурсов и потом перепродают их на внутриигровом рынке за живые реальные деньги. И на самом деле техника FTP, она присутствует в любой игре, которая работает на донатах. А игра Diablo Immortal, она абсолютно FTP, и FTP игроки free-to-play, которые играют абсолютно не донача. Они, естественно, нужны игре. Кто-то мне в комментариях писал, что без таких игроков донатерам просто некого будет убивать на поле боя. В общем, неудивительно, что после того, как FTP-шники смотрят, как все это происходит, они просто могут бросать игру. Интересно, что еще один игрок отметил, что если разработчики постоянно ломают FTP гринд, неудивительно, что люди уходят. Почти все персонажи с 1-3 тысячи резонанса — это альты. Тут я, конечно, не соглашусь, потому что в нашем казуальном клане практически все с 1-3 тысячи резонанса, и я сам в этом диапазоне нахожусь, и мы все живые люди с 2 руками и 2 ногами. Ну и сообщество, конечно, сходится во мнении, что разработчикам на самом деле по большей степени плевать. Единственное, что они могут сделать, это
конечно же, закрутить гайки на рынке, как у нас сейчас происходит, и разработчики меняют правила, теперь выставляя обычные самоцветы, у тебя есть определенная задержка, чтобы ты их сразу не мог купить, и подгадать время, чтобы выкупить своим альтом или каким-то другим персонажем. Ну а также с 26 ноября у нас теперь нельзя будет продавать самоцветы более чем первого ранга, они при продаже будут разбираться до камней первого ранга. Это касается обычных самоцветов. Также задержки сейчас на рынке есть по 5-звездным камням. Ну и также разработчики подкрутили механику продажи петов. Теперь забрать деньги можно спустя, по-моему, 7 дней. Напишите или поправьте меня в комментариях, если я не прав. Но что самое интересное, это сегодня я зашел на эту ветку спустя 1 день, и она собрала огромное количество комментариев и стала самой популярной темой недели. В данный момент, вот на момент выхода этого ролика, у нее уже более 120 апвоутов голосований, ну и в том числе более 65 комментариев. И в одной из веток игрок признался, что годами фармил платину через несколько аккаунтов, просто обмениваясь легендарными камнями. И история вызвала новый всплеск комментариев. На этот раз тон заметно изменился. И часть игроков уже не спорит, работает это или нет. Они больше удивляются, как долго такая схема остается серой зоной для разработчиков, почему они совершенно не реагируют. Ну, другие делятся личным опытом, кто-то покупал сферы через сторонние площадки и теперь чувствует себя обманутым, узнав, насколько легко оказаться в минусе рядом с подобными фермами, потому что там 10 тысяч платины стоит всего 5 баксов. И самый, кстати, неожиданный комментарий был от игрока, который рассуждает об этом с позиции реального права. И он утверждает, что все это выглядит как полноценная площадка для серого оборота цифровых активов. От ухода от налогов до нелегальной торговли предметами. И по его мнению, если кому-то действительно хочется навести порядок, то Blizzard здесь это последнее дело. Игрокам нужно просто самим брать и жаловаться в соответствующие органы. И он тут перечисляет целый список агентств, которые этим занимаются, начиная от FinCEN и ERS. Ну, это агентства и сервисы, которые следят за легальностью торговли предметами, цифровыми активами и так далее. Здесь нужно, конечно, читать TOS, Terms of Service, которые у Blizzard есть. Конечно, они там пишут, что такая нелегальная добыча ресурсов, она ведет и может привести к бану, но работает это все очень странно сейчас. И раз такие фермы существуют, значит, это работает через одно место. В общем, он советует обращаться в соответствующие органы, жаловаться, получать компенсацию, потому что сама Blizzard ничего делать не будет. Короче, настрой игроков следующий. Фарм платины существует давно, и многие это признают. Игроки все сильнее уверены, что разработчики сознательно ничего не делают. Рынок из-за этого становится все более хаотичным и непредсказуемым. Ну и единственное, что могут сделать разработчики, это подкручивать гайки FTP-шным игрокам. Ну и главное, сообщество не верит, что Blizzard сама что-то поменяет. Тут нужно, конечно, брать игрокам и жаловаться в соответствующие органы. Так пишут в комментариях на Reddit. Вы, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях все, что думаете по этому безобразию. Либо это действительно какая-то неизбежная часть экономики игры, либо разработчикам нужно обязательно обратить на это внимание и что-то сделать. Но, как заметил один из комментаторов в моем телеграм-канале, а эти посты я все опубликовал в своем телеграм-канале DI Tools, и если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, то он там написал, что это все очень сильно влияет на честных FTP игроков, которые используют эти лазейки с несколькими аккаунтами. Они бегают за разных персонажей с одного аккаунта своих и перепродают ресурсы на рынке, чтобы нафармить на основном аккаунте платину. Что по этому думаете, пишите в комментариях. Ну и если ролик вам понравился, не забудьте поставить ему лайк и проверить, что вы подписаны. А мы с вами увидимся в следующем ролике.